Всем привет, с вами Дэн. Омега давненько не было на канале, причем сегодня прям, достаточно редкая модель. Давайте вскрывать, смотреть, значит, комплект у нас достаточно стандартный. Инструкция, которая подразумевает, что Омега особо-то о защите деревьев не заботится. Здесь у нас, значит, всякие карточки, гарантии и так далее. Ну и классическая коробочка. Она теперь не лаковая, да? Она теперь матовая. И, кстати, мне матовая нравится больше. Смотрим, что внутри. Опа! И здесь у нас Speedmaster 57, коаксиальный, и полностью называется Speedmaster 57 Coaxial Master Хронограф. Мастер хронометр хронограф. Ну, блин, у Омеги всегда такие названия длинные. Так, давайте. И здесь, можно вот, собственно, вот так мы с вами давайте вытащим. Вот то, что они стали делать вот этот классный кейсик, travel кейс такой, это, конечно, просто супер. Кстати, вот тут референс этой модели. Смотрим, радуемся. И вот в таком travel кейсике можно вашу Омегу возить. Удобно, кстати, и функционально. Итак, значит, все в сторону, и давайте поговорим про эту Омегу. Вообще, Омега 57, да, Speedmaster 57, там есть две такие главные вариации. Они различаются механизмом с автоподзаводом или без, и немножко дизайном, и немножко корпусом. Есть корпус 40,5 мм, а есть 41,5 мм. Как мне кажется, версия 40,5, она намного более интересная. Как раз сегодня эта модель у нас и на обзоре. Здесь как раз стрелки в стиле Omega Planet Ocean. Ну и размер сам по себе чуть поменьше. Спасибо Алексею, который эти часы дал для обзора. Очень красивая модель. Вот с этим таким, знаете, серо-синим циферблатом она просто, очень красивая. Да, и, конечно, вот это купольное стекло весьма и весьма высокое, тонкий профиль. Знаете, вот если Omega Speedmaster Moonwatch, да, вам кажется немножко скучноватым, такие они черно-белые, матовые, достаточно однообразные, то вот в этом случае можно посмотреть на Speedmaster 57. Гораздо более современно выглядит, интереснее, как мне кажется. И циферблат сильно свежее, чем у классического Speedmaster. Хотя, понятное дело, у классического есть своя огромная армия поклонников. Значит, раз уж мы заговорили с вами про размеры, то давайте и посмотрим, что у нас получается. Да, 40 с небольшим по безелю. Высота с учетом купольного стекла 12,9. По браслету 20. И от ушка до ушка 48,7. 48,7. И я вам хочу сказать, что, здесь максимально универсальные размеры. Давайте я сейчас приложу на свои запястья. У меня 18,5. Собственно, вот. Удобная такая, знаете, роскошная, но при этом достаточно повседневная модель. Хронограф, если вы любите именно хронографы. Здесь нового типа браслет на двойной фиксации с такими достаточно короткими звеньями. Здесь тройные звенья, центральное у нас с сатинированием и зеркальная полировка по крайним звеньям. Он тонкий, он невесомый, такой, знаете, шелковый, как я люблю говорить. Классный браслет. Здесь есть система быстрой такой поднастройки по браслету, если нужно, например, поднастроить по своему запястью, это удобно, это круто. Вообще браслет у современных спидмастеров, один из лучших на рынке из того, что можно найти, плюс он не похож на какие-то другие браслеты. И это тоже, согласитесь, немаловажный плюс. Что касается цены, то 7-8 тысяч долларов их можно купить на Chrono 24. Здесь стальной корпус, стальной браслет, 100 метров водозащиты, при этом заводная головка не завинчивается, так что называется, удобно в повседневе, тем более здесь есть окошко даты, которое гармонично располагается по центру у отметки 6 часов. Крупные стрелки,
такие характерные, хорошо узнаваемые омеговские стрелки с прекрасной читаемостью. Я проглядел немножко, у меня из коробки прям уже хронограф был запущен, но тем не менее, давайте, что называется, разберемся, что у нас имеется. Да, окошко даты у отметки 6 часов, которая, как мне кажется, по крайней мере, хотя или черное, или темно-синее, не очень понимаю, но оно гармонично расположено у отметки 6 часов. Основная секундная стрелка здесь малая у отметки 9 часов. И, соответственно, у нас здесь имеется что? Центральная секундная стрелка — это счетчик хронографа секунд. И у отметки 3 часа здесь счетчик часов и минут. Давайте запустим, и мы эти две стрелочки с вами потом рассмотрим. Сам хронограф — это механизм с запасом 60 часов. И у этой модели здесь механизм, на который можно смотреть бесконечно, потому что он красиво отделан и красиво выглядит, без автоподзавода. Ну, кстати говоря, 60 часов это в принципе очень и очень прилично. Здесь механизм 99.06 калибр, запас хода, как я сказал, 60 часов, на базе калибра 99.00, а он сам по себе на базе калибра 93.00. В общем, здесь 44 камня, кремниевая балансовая пружина, антимагнитные часы до 15 тысяч гаусс. Ну, как часто мы это видим у Омеги, да? 28 800 полуколебаний в час, навороченный механизм. И здесь вот интересная особенность. Здесь есть две стрелки, да, часы и минуты. Сейчас минутная чуть-чуть отойдет, и мы увидим эту самую стрелку, да. Ну, то есть вот такое вот интересное усложнение. Нравится мне шкала тахиметрическая, она стальная, вкладка здесь, да, такая, и не мешает абсолютно читаемости и простоте циферблата. Очень круто, прикольно сделали, матовая тоже хорошо в тему. Верхняя часть ушек зеркальная полировка, боковая часть корпуса и ушек сатинирование. То есть здесь нет какого-то, знаете, перебора блеска, но тем не менее вот этот вот шик такой, да, такой омеговский люкс классический. Омеговские часы вообще всегда достаточно дорого выглядели, и эти часы не исключение. В отличие, может быть, от того же Moonswatch, здесь вот это вот все, вот этот шик, он есть. Конечно же, лучистый циферблат этого шика здесь добавляет, потому что очень красивый оттенок, такой, знаете, строгий, но немножечко так на солнце, на ярком свете он переливается, искрит, что называется, и добавляет этого самого шика. Ну и для поклонников логотипа Омеги, я имею в виду не их главный логотип, а, скажем так, фирменный знак, да, который у отметки 12 часов располагается. Здесь он прям такой яркий, сочный, с двумя вот, в общем, и хорошо выделен тем, что у нас все метки, да, зеркальная полировка по краям, очень это ярко, сочно выделено, и прям сразу вам говорит: у-ху-ху, Омега, вот, но... Шутки шутками, а тем временем уже можно посмотреть на этот индикатор у отметки 3 часа. Здесь как раз вот, опа, видите, да, минутная стрелка и часовая стрелка. Вот так вот интересно все считается. Далее, значит, боковая часть ранта с зеркальной полировкой. Здесь корпус НЛО, опять же, характерный классический для Омеги. И боковая часть браслета у нас тоже зеркальная полировка. Что касается веса, ну, здесь, правда, браслет уже сильно укороченный, вот, но давайте хотя бы для примерного понимания, сколько эти часы где-то примерно весят. Это 120, ну, где-то будет 130, может быть, 135 грамм. Ну, не особо и тяжелый. Ну что ж, я думаю, самое время посмотреть на макро. И вот он, этот самый красивый циферблат лучистый. Две стрелочки у нас на манеже у отметки 3 часа, минуты, часы. Часовая стрелка, видите, такая как бы изогнутая, граненая. Секундная стрелка тоже. Подложка у даты все-таки черная. На синий их, видимо, не хватило. Красивое сатинирование по тахиметрической шкале. По корпусу аккуратно. Браслет, ой, как классно браслет сделан. Это, знаете, мне нравится очень сатинирование, которое делает Омега. Оно всегда такое мелкое-мелкое, как бы такое прям аж зернистое, прям аж взрывает экран. Ну и механизм.
Интересно реализовано, да, здесь вот, где окошко баланса, если так можно выразиться, там такое как бы углубление идет от моста. Я немножко ошибся, сказал вам 100 метров водозащиты, здесь все-таки 50 метров, да, 50 метров. Ну, в принципе, под дождь попасть, руки помыть вполне себе можно. Ну и, собственно, что хочу сказать по итогам. В принципе, я уже сказал, да, если Speedmaster Moonwatch кажется немножко скучноватым, посмотрите Speedmaster 57, очень, как мне кажется, интересный хронограф. И если вообще брать, вот, наверное, самые такие знаковые, самые большие хроны из массовых люкс-брендов, если так позволить их назвать, на рынке, то у нас, по сути дела, это их три. Да? Daytona, который дороже всех, Speedmaster, и, собственно, можно посмотреть хронографы от Zenit, да. Я думаю, что здесь вот с точки зрения цена, качество, интересный дизайн, легендарность, опять же, здесь Омега, она такая, вот прям так и просится выбрать ее вместо той же, например, Дайтоны, потому что, ну, цена там в 3, а то и более раз, и при этом качество изготовления механизма у Омеги как минимум не хуже, чем у Rolex. Но это мое мнение. На этом у меня все. Всем пока, с вами был Дэн, увидимся.